Приветствую вас на канале Wow Nails Design, и в этом видео мне хочется поделиться процессом выполнения дизайна. Я не буду показывать, как делался маникюр на этих ноготках и выполнение коррекции, а начну сразу с выполнения самого дизайна. Мы совместили дизайн Аврора по мотивам корейского маникюра с битым стеклом и втиркой и морской дизайн с ракушкой и морской звездой. Итак, начну. На этих ручках у меня уже выполнен маникюр и коррекция молочным полигелем. Я перекрываю мизинцы указательные ноготки глянцевым топом без остаточной липкости. Ноготок должен быть идеально ровный, гладкий, никаких пузырьков и мусоринок, иначе втирка подчеркнет все изъяны. Просушиваю 60 секунд и вглаживаю, втирая втирку. Втирка Аврора или русалка, как ее еще называют, придает желтоватость ноготку и имеет такой ярко-синий блик. Втирка должна быть наиболее прозрачной, не должна отдавать никакую мутность. Чтобы втирка хорошо носилась, торцы подпиливаю пилкой 180 грит, смахиваю излишки втирки, промазываю торцы бескислотным праймером и перекрываю тонким слоем глянцевым топом без остаточной липкости. Перекрыв мизинец, промежуточно просушила его 30 секунд и перекрываю ноготок на указательном пальчике. Ноготки на больших пальцах у меня перекрыты точно так же с втиркой и битым стеклом. Топ окончательно просушиваю 60 секунд. Теперь наношу базу. Мизинчик я уже выполнила и покажу указательный. Я промазала базой для гель-лака и на жидкую базу выкладываю вот такие вот ромбики, полоски битого стекла. Для этого дизайна я выбрала битое стекло, которое на просвет дает такой голубой бирюзовый цвет и имеет блик от кораллово-розового до золотого. Зафиксировала базу с битым стеклом 10 секунд в лампе и теперь перекрою, хорошо запечатаю битое стекло прозрачным конструирующим гелем. Все ссылки на название на материалы найдете в описании под видео. Я нанесла гель сначала широкой кистью, а затем тонкой кистью доработала, довела аккуратно до кутикулы и у боковых валиков. Если необходимо, ноготок переворачиваю, чтобы он не получился пирожком. И просушиваю гель 60 секунд, затем вытираю липкий слой. Уголки битого стекла, как правило, выглядывают очень близко к кутикуле. И чтобы их выровнять, подпилить, чтобы они не торчали затем уже из-под топа, я подпиливаю их керамической фрезой игла с красной насечкой. Ссылку на нее найдете в описании под видео. Очищаю и вытираю ноготки от пыли. Вот что на данном этапе получилось. И перекрою сразу же мизинец и указательный ноготок глянцевым топом без остаточной липкости. Мизинец промежуточно просушу 30 секунд и затем перекрою топом ноготок на указательном пальце. Топ просушу только 30 секунд, половину времени, так как ноготки досохнут у меня чуть позже. На оставшихся непокрытых ноготках прокрашиваю полоску шириной миллиметр под кутикулой витражным гель-лаком бирюзового или синего цвета. Это делаю для того, чтобы витраж затем уже не затек под кутикулу. Полоски под кутикулой промежуточно просушиваю. Просушив полоски под кутикулой, наношу йогуртовый гель-лак ванильного или песочного оттенка. Тонкой кистью могу доработать. Просушиваю его 30 секунд и затем уже от кутикулы наношу бирюзовый витражный гель-лак. У кутикулы бирюзовый витраж наношу поплотнее и растягиваю на нет уже к йогуртовому гель-лаку. Дорабатываю кистью гребешок, чтобы получить более плавный переход, как бы от моря к песку. Ближе к кутикуле я решила затемнить и добавила просто синего витража и также растянула его, свела на нет кистью для градиента. Вытерла где испачкала и просушила 30 секунд. Прозрачным гель-лаком с белыми хлопьями Soda Effect, ссылку на название найдете в описании под видео, прокрашиваю по диагонали, распределяю тонкой кистью, это будет своего рода пена. На безымянном ноготке правой руки я сделала точно такой же градиент, но наношу полупрозрачный белый. У меня это белый гель-лак, смешанный с топом. И прям по жидкому этому белому наношу капли топа. Топ начинает разъедать этот белый цвет и получаются такие белые пенные разводы.
Жду несколько секунд, чтобы они хорошо расплылись, и просушиваю 30 секунд. Вернусь к ноготкам на средних пальчиках, на них у меня будет градиент. На 1/4 кутикулы нанесла бирюзовый витражный гель-лак, а на оставшуюся часть нанесла обычную базу для гель-лака. Кистью для градиента гребешок разметающими движениями перемешала их между собой и затем уже стягивающими движениями довела градиент до идеала. Просушиваю градиент 30 секунд, в принципе этот градиент делается в один слой. Но я решила продублировать. На левой руке мне показался он бледноват у кутикулы, поэтому я сделала второй слой. Повторяю градиенты на правой руке на среднем пальчике. Этот ноготок на среднем пальчике травмированный. Его ногтевая пластина где-то 3-4 мм в длину и сильно отличается от соседних. Сначала хотела не пускать его в кадр, но картина тогда дизайна маникюра была бы неполной. Поэтому он тоже будет участвовать. Испачканные боковые валики аккуратно обтерла и просушила градиент 30 секунд. На остаточную липкость на безымянном левой руки выложила кусочки золотой потали. Аккуратно кистью разгладила их, зафиксировала в лампе 10 секунд и ноготок перекрываю глянцевым топом, выравнивающим слоем без остаточной липкости. Топ просушиваю половину времени 30 секунд, перекрываю также безымянный на правой руке, также глянцевым топом без остаточной липкости, слегка выравнивая ноготок. Просушиваю 30 секунд. Ноготки на средних пальчиках с градиентом перекрываю топом под втирку. Это глянцевый топ без остаточной липкости. Я использую Teclas от Эми. Просушиваю его 30 секунд. И также очень густым топом вискос от Поль. Он не имеет остаточной липкости и в него идеально втирается втирка. Прорисовываю, начиная от центра, тонкие такие полосы волной, где-то примерно через 2 мм расстояние. На миндальном вот таком ноготке получается примерно где-то 7-8 таких полос волной. Могу добавить объема или продублировать. Просушиваю окончательно 60 секунд и затем вглаживаю, втираю втирку единорог. Ссылку найдете в описании под видео. Плоской художественной кистью тщательно смахиваю остатки втирки и перекрываю ноготок плотным глянцевым топом без липкого слоя. Тот, что хорошо подходит для перекрытия слайдеров и втирок. Этот топ будет немножечко погуще, но будет иметь хорошую прозрачность и не будет давать мутность на втирке. Каким топом пользуюсь я на сегодняшний день, найдете в описании под этим видео. Тонкой кистью довожу, дорабатываю, просушиваю топ половину времени, пока 30 секунд. По центру ноготка наставляю каплю густого топа без липкого слоя. А на моем канале вы можете посмотреть подробное видео, как выполнить данные морские дизайны. Оставлю на него ссылку в правом верхнем углу. На этот топ выложила белую ракушку, бирюзовый стразик и жемчужинку. Обрамляю их золотыми бульонками. Бульонки у меня предварительно обвалены в этом же густом топе без липкости. Выложив бульонки, смотрю, если что-то сместилось, двигаю, фиксирую в лампе 10 секунд, чтобы вся эта инкрустация хорошо носилась этим же гелем или топом. Прокрасить по периметру, создать как бы бортик. Просушиваю 30 секунд и саму ракушку теперь необходимо раскрасить. Светло-коричневым, бежево-коричневым наношу штрихи по центру ракушки, растираю их пальчиком, то есть гель-лак, цвет должны попасть именно в рифление ракушки. Я как бы обтираю по ребрам этот цвет. Добавлю чуть более темного коричневого по уголкам ракушки и прям совсем темного, темный шоколад добавлю ближе к центру, также пальчиком разотру, чтобы он попал только в рифление. Темный шоколад также снизу по периметру обведу и растушую, создав тени, придав еще большую визуальную объемность этой ракушки. Вот такая ракушка должна получиться. Просушиваю гель-лак 30 секунд. На левой руке дизайн готов. Вытираю ноготки салфеткой смоченной в обезжиривателе. От остатков втирки и липкого слоя раскрашиваем гель-лак на ракушке. Слегка снизу подпилю ноготок средний, так как вот эти рифления дают какую-то визуальную неровность ноготку. И продолжу на правой руке.
Наставляю вот такую объемную кляксу по центру ноготка белой гель-пастой и растягиваю ее в разные стороны, прорисовывая как бы сначала букву А и соединяя ее 5 кончиков. Распределяю тонкой кистью, выравниваю эту гель-пасту, просушиваю 30 секунд. Дотсом и этой же белой гель-пастой наставляю 5 точек покрупнее, как бы у основания этих кончиков. Несколько секунд фиксирую в лампе, продублирую, добавлю объема этим 5 крупным точкам и наставляю более мелкие точки по кончикам звезды. Ставлю просушиваться на 30 секунд и теперь раскрашу эту звезду таким бежево-песочным, наставляю и обтираю. Бежево-песочный должен попасть только в углубление, а вот эти вот пупырышки должны остаться белыми. Темно-коричневым, темно-шоколадным обрисовываю звезду по периметру. Контур этот не должен быть прям четким. Обрисовываю, считай, только по центру между вот этими кончиками звезды и растушевываю этот темно-шоколадный. Таким образом получаются тени и придается визуальный объем этой морской звезде. Просушила 30 секунд, наставила тот же густой гель или топ без липкого слоя, выложила на него мелкий белый опал и бирюзовый стразик и сделала обрамление также золотыми бульонками. Предварительно бульонки у меня обвалены в этом же густом топе без остаточной липкости, чтобы все это хорошо носилось. Промежуточно я просушиваю и также обрисовываю бортики. Окончательно просушиваю дизайн 30 секунд. И вот такой душевный маникюр с морской тематикой у нас получился. Как всегда, мои сороки любят все и сразу. И в этом дизайне мы совместили битое стекло, втирку, ракушки, морские звезды и градиенты. Что скажете? Надеюсь, это видео вам было полезным, понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно. И если еще не подписались на мой канал, обязательно сделайте это, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!